Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш таро-прогноз на следующий месяц. Мы посмотрим с вами январь 2023 года. Надеюсь, что в Новый год вы входите со светлыми помыслами, с добрыми намерениями, с желанием, с целью начать жизнь с чистого листа, обновиться, очиститься, все негативно оставить в прошлом, за спиной и начинать действительно жизнь по-новому. Помогут нам сегодня просмотреть ваш событийный ряд парные колоды, а именно викторианский Таро и викторианский Ленорман от Таро Studio. Поэтому расслабьтесь, настройтесь на расклад, на получение информации, и мы с вами проанализируем предстоящую цепочку событий. Итак, общая энергия месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Арканы перед вами. Приступим. Общая энергия месяца у вас здесь ложится десятка чаш. Карта радости, карта праздника, карта гармонии, карта семейных ценностей, исполнения желаний, достижения какого-либо результата. Но, как вы видите, для многих это акцент на семью, на близких. То есть у кого-то, если были конфликты, это примирение с близкими. Для кого-то просто собраться с родственниками, приятно провести время, воссоединение. Для кого-то создание семьи, у кого-то поездка на родину. Ну, то есть аркан здесь крайне многогранен, поэтому мы уточним, в какой нише будет отыгрываться именно у вас. И здесь десятка чаш, восьмерка мечей. Во-первых, это брать на себя обязательства по поводу ваших близких, нести за них ответственность, быть связанными узами брака, то есть кто-то может принять решение о создании семьи, ну и в целом отстраниться от суеты, от каких-то мирских забот и посвятить все свое время и внимание семье. Если мы с вами посмотрим вопросы работы. Пятерка пентаклей. Конечно, не совсем благоприятная карта, она, как вы знаете, сулит вопрос безработицы, но у кого-то это может быть просто период отпуска, отдыха, ну, либо в худшем случае больничного листа. И как следствие вы здесь не взаимодействуете ни с кем, не работаете, не ведете трудовую деятельность. Но тем не менее мы это уточним. Посмотрим ситуацию в первую очередь для тех, кто у нас не работает и работать не может. Там прям карты пошли сами. Выпрыгивают из колоды, поэтому давайте я перетасую и дотянем, что у вас там идет на пятерочку пентаклей. Девятка чаш. Жить всласть, жить в свое удовольствие. Тут нет тягот и забот о работе. Здесь максимум можете чем-то заниматься в свое удовольствие. Может быть, какое-то хобби, которым вы занимаетесь. Но здесь не стоит тема и вопрос заработка. Вы здесь обеспечены, причем здесь кто-то вас поддерживает, если смотреть по этим картам материально. Поэтому беспокоиться либо сетовать на что-то не имеет смысла. Если вы у нас в статусе соискателя, пятерка пентаклей, смерть. Трудоустройства нет, работы нет, взаимодействия нет. Это больше как период и месяц отдыха, отпуска, восстановления. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас наемный сотрудник, опять же, смотрите, пятерка пентаклей и восьмерка чаш. Действительно может быть сокращение, действительно может быть увольнение. Но так, как я вам сказала, это может быть просто период отпуска, отдыха, либо больничного листа. Потому что здесь не работать. Нет работы, нет взаимодействия, то есть нет цикла. И если у вас свой собственный бизнес, пятерка пентаклей, император, это по собственному желанию отойти от дел с целью отдыха, восстановления, ну и взаимодействия с близкими. То есть оставить на время какие-то дела, суету ради семьи. Если смотреть вопросы финансов, пятерка мечей, здесь, как вы видите, соответственно, нет и притока денег, но при этом есть расходы. Потому что пятерка мечей у нас указывает только на отток денег, не на их приход. Поэтому траты, еще раз траты. Здесь не выйдет быть в режиме экономии, не получится физически. И здесь по ситуации действительно ваши карманы изрядно здесь оскуднеют. Но, тем не менее, вот если смотреть дно колоды, карта дьявол, я не могу сказать, что это бедственное положение. Иногда пятерка мечей и дьявол могут указывать для вас просто кабальные ситуации. Сейчас объясню. То есть вы берете, например, ипотеку. То есть на длительный период вешаете себе ярмо на шею. Да? Или вы берете какой-то там кредит или какую-то рассрочку, на которую вы понимаете, что будете выплачивать длительное время. Поэтому здесь для вас пятерка мечей может ознаменоваться как периодом, знаете, когда деньги вы фактически хороните, они идут в никуда.
Если смотреть вопросы здоровья, туз мечей, это может быть как плановые хирургические операции, ну, там, не знаю, по удалению рубцов, сведение тату, еще каких-то моментов. Ну, сейчас с вами дотянем, что здесь есть острая ситуация, либо какие-то плановые вещи. Туз мечей, десятка мечей, как правило, речь идет об удалении чего-либо. То есть вы хотите что-то удалить. Нарыв, рубец, может быть, лазером зашлифовать шрам, удаление зуба, родинки, там, ну, все что угодно. Но здесь, если смотреть по картам, сейчас даже дотяну, у вас дно колоды суд. Быстрое восстановление, но и помимо всего прочего, это плановые операции, потому что по старшим арканам это то, что вы планировали заблаговременно, то есть это не какая-то спонтанная ситуация. Если смотреть вопросы личной жизни, по семерке пентаклей зачастую аркан, который указывает на то, что ситуация без изменений, то есть не имеет значения, вы в свободном полете, да, либо вы в любовных треугольниках, или вы в стабильных связях. Мы это, конечно же, перепроверим. Посмотрим, как на самом деле. Итак, для тех, кто у нас свободен, императрица. Здесь в первую очередь, как показывает аркан, желание есть, отношения построить. Вы к этому открыты. Но семерка пентаклей в связке с императрицей – это ждать идеального партнера, вот с которым вы понимаете, что раз и на всю жизнь, там, или до конца жизни, с которым вот точно семья, дети. То есть здесь быть в поиске идеального партнера. Потому что, ну, сейчас дотяну здесь. Туз жезлов, он указывает у нас здесь на ситуацию знакомства, оно может проходить. Но по королеве жезлов это больше как с целью самоутверждения. Почему я это говорю? Потому что семерка пентаклей сама себе не предполагает каких-то стабильных отношений, которые могут идти к этому развитию, которое приведет к созданию семьи. Это просто что-то проходящее с целью повышения вашей самооценки. Если вы у нас в любовных треугольниках, то семерка пентаклей и туз пентаклей – это выжидать каких-то действий со стороны партнера или партнерши. Для кого-то это может быть выверенный шаг относительно ситуации зачатия, где-то рождения ребенка. Еще это, знаете, как новый статус, который вы можете получить за счет зачатия ребенка. И если мы с вами посмотрим ситуацию для тех, кто в стабильных отношениях, то семерка пентаклей, десятка жезлов – это ситуация без изменений. Когда вы все в семье тянете все на себе, на своем горбу, на своих плечах, очень много бытовых обязанностей, ответственности. С одной стороны, вам это, конечно же, приносит радость и удовольствие, но с другой стороны, вас это очень сильно утомляет. Если мы посмотрим рекомендацию. Но у вас даже на рекомендацию, смотрите, четверка жезлов. Акцент на дом, на семью, на уют. Потому что здесь, знаете, как собираться близкими, родственниками, праздновать, проводить какие-то торжества, моменты для успешного переезда, перемещения, особенно там на новое жилье, либо акцент на то, что пора заняться жильем, то есть реконструкция, ремонт, обустройство, облагораживание. Ну и, конечно же, продолжение рода. Здесь акцент у многих идет на детей, либо на создание новой ячейки общества. Если смотреть неожиданность этого периода, что у вас здесь? Какова ситуация? Птицы, мужчина, и у нас падает карта ключа. Одно колода змея. Змея — это в первую очередь сбросить старую шкуру, это вопросы обновления, это проявление мудрости, она здесь не нападает. И здесь, смотрите, птицы, видеть гнездо. Мужчина ключ, то есть это можете предложение от мужчины. Создавать союз, видеть прочные отношения, обновляться. Ну, то есть, и здесь дно колоды у вас, поскольку здесь падает змея, и там идет обновление, это войти в новый статус. Если не брать с точки зрения отношений, а смотреть в бытовых каких-то моментах, то эта триада карт у вас указывает на решение ключевых вопросов, связанных с семьей, причем здесь через мужчину. В чем-то поможет, подскажет. И так как дно колоды у нас змея, это какие-то вопросы, связанные с мамой, с бабушкой, с тетей, то есть женщинами рода. Оказать какую-то помощь, поддержку и взаимодействие. Вот такой месяц. Конечно же, мы все негативные аспекты для вас перекроем позитивными. Негатив нам не нужен, пусть он у нас идет, канет в небытие. Вам же легкости, радости, продуктивного периода. Пусть в вашей жизни все
все, знаете, как говорю, играет яркими красками. Пусть приходит в вашу жизнь новые начинания, будет стабильность, ну и реализация всех ваших самых заветных целей и идей. Вот таким вышел расклад на январь. Даже вот так вам с букетом. Верю в то, что информация для вас будет во благо. От вас по прошествии периода буду ждать обратной связи, как отыгрался этот расклад. Вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. До новых встреч.